Привет, Надика с вами. И вначале я хочу показать, чем я вдохновилась. Когда я увидела вот эту фотографию, я поняла, что я хочу что-то такое же небесное, воздушное, нежное и с весенним настроением. И к вашему вниманию голубое кимоно, а точнее это просто голубой кардиган, который не имеет застежки, имеет замечательные кармашки, имеет очень красивый погон с рисунком. И кто смотрел мой предыдущий ролик про бактус, то тут уже знает этот узор. Этот кардиган, он состоит из очень нежных ниток, альпаки, шелка, шерсти и с добавлением кашемира, поэтому носить его очень приятно, он очень мягкий, такой, знаете, приятный на ощупь. Я думаю, что для весны, в принципе, на прохладное или даже на прохладное лето он, в общем-то, подойдет. Застегивала я его на такую булавочку спереди, но его можно носить и не застегивая. Вот очень мягко, воротник ложится очень мягко, закручивается, и его очень здорово носить. Значит, что вам понадобится? Какие нитки я покупала? Я покупала 4 моточка Венеция серебро ярна. Я покупала 9 моточков Drops Alpaca Silk номер 13, он называется синий джинс. И также я купила один моточек ярна Darling номер 46728. Также вам понадобятся круговые спицы на длинной леске. Для резиночки я брала размер номер 3, а для корпуса 3,5 и игла для сшивания. Плотность вязания – это в 10 сантиметрах 18 петель и в 10 сантиметрах 30 рядов. Вес изделия почти 400 грамм, 395 грамм. Пошаговая инструкция или все-таки как вязать кимоно. Это изделие вяжется поперечным вязанием. Так как это поперечное вязание, то начинаем мы с рукава. И первое, что мы делаем, мы набираем 80 петель, не считая кромочных. И вяжем резинку 2 на 2 6 рядов. После этого мы маркером выделяем по центру 32 петли, по бокам у нас остается по 24 петли, для того, чтобы мы могли начать центральный погон по нашему рисунку. И не забываем, что от центрального рисунка мы отступаем еще по одной изнаночной петле и 3 петли лицевых по бокам, и начинаем делать прибавки в каждом 6-м ряду. Таким образом мы провязываем 44 ряда от резинки и начинаем вывязывать ластовицу. Ластовица вывязывается, добавляется петля в каждом 2-м ряду. Итого 5 петель мы добавляем, то есть 10 рядов. Дальше мы набираем по спинке 70 петель на дополнительную нить, а по переду добавляем 130 петель на дополнительную нить. 5-й пункт – это мы вывязываем 40 рядов по переду для того, чтобы сформировать дальше карман. Когда мы провязываем 114 рядов нашего погона плюс 6 рядов резинки, мы закрываем наш погон и начинаем вывязывать горловину по спинке. По низу спинки мы провязываем около 80 рядов. Дальше мы снимаем наши петли на дополнительную нить, а по переду кармана мы складываем и провязываем по 3 петли вместе для того, чтобы дальше продолжить вязание и связать по переду полочку. Сокращаю каждые 4 петли, закрываю каждые 4 петли. Итого мы вяжем 2 детали зеркальные, после чего мы соединяем эти детали вместе. И далее мы складываем наше изделие пополам и боковые швы формируем тем же невидимым трикотажным швом. А шов под рукавами мы сшиваем матрасным швом. Того, как изделие собрано, нам остается только оформить его воротником. В данном случае провязать лицевой гладью 40 рядов и закрыть их. Делаем влажно-тепловую обработку в 2 положениях и таким образом формируем рулик в воротнике. Обзор ниток. Вязала я из 3 ниток. И самой главной ниткой была Alpaca Silk Drops. Это был цвет номер 13. По-моему, синий джинс называется. Очень хорошая нитка, мягкая. Здесь где-то 70% альпаки. И можно вязать в 2 нити, но я вязала в 1. Почему? Потому что, в принципе, у меня ушло 9 мотков.
И я решила, что, ну, я немножко сэкономлю и добавлю вот такую ярна нить Darling, которая с очень хороший состав имеет: 10% кашемира, 60% мериноса, 30 катона, и она, ну, длинная, тут 1400 метров в этом мотке. И вот одного этого мотка мне хватило, чтобы заменить вторую нить дропса, чтобы не вязать альпаку в две нити. И я добавила третью ниточку, это вот эта Венеция, она вот цвет номер 3, вот как бы серебряный такой цвет, потому что она, по-моему, там была еще в золотом цвете, у них она есть. Но здесь состав такой интересный получается. Здесь вискоска, полиамид и полиэстер. Ну, как бы тут главное, что тут есть ниточка, которая дает такой легкий блеск, и то она больше дает только на блеск на вот этих пупочках, которые там. И по поводу длины, очень странная длина указана, потому что хотя указано 450 метров, но в итоге я вначале 3 моточка купила. Думала, мне хватит, но пришлось покупать потом 4-й. И я не знаю, каким образом так получилось, но я реально думаю, что здесь немножко неправильно как-то указана длина, ну, что-то тут не то. Вот. Но надо учитывать еще такой момент, что нитка сама вот эта, она не скользкая. У нее есть такие вот вы видите, как ну, утолщения, да, такие как шишечки тоненькие. И вот эти шишечки, они цепляются при вязании, и ну, если вы хотите распустить потом это вязание, вы должны учитывать, что за эти шишечки потом путаются с альпакой, и распустить практически невозможно. Давайте теперь пройдемся по самому изделию. Вот это изделие уже у меня после ВТО. Оно высохло, красиво как бы распушилась ниточка уже, аккуратно она легла. Вот как выглядит кармашек. Ну, его практически не видно, где он есть, ну так только вот сверху видно, что куда прятать ручку, а вот боковых швов и снизу как бы ну, незаметно, только с изнанки. Вот такое у меня оформление низа. Я чуть позже расскажу о нем. И вот, собственно, как выглядят швы. То есть, ну, швы, когда если правильно шить, то ну, тоже не видно шва. Вы видите в данном случае сейчас узор, состоящий из 2 раппортов и такого окончания небольшого. Вот мы закончили наш погон, и дальше у нас формируется вот такой мягкий воротник, который закручивается в рулик. Ну, мне понравилась эта идея, можно закончить как-то по-другому, но в данном случае вот так. Мы начинаем с рукава, то, что я говорила, что это у нас поперечное вязание, поэтому мы начинаем с нашего рукавчика, набираем нашу резиночку, вяжем, потом отделяем на центральный погон наши 32 петли, отделяем обязательно, вот я еще отделила это одной изнаночной такой петлей, получилось такое как вертикальное разделение, выделение нашего погона. И потом я отделила еще 3 петли, и ну, только после этого я делала добавки. Ну, то есть я не даю рекомендации делать добавки сразу возле погона, потому что тогда оно немножечко нехорошо смотрится. В данном случае ну, добавочки я делала из петли предыдущего ряда, и их практически не видно. В каждом 6-м ряду была сделана такая добавочка, естественно, справа и слева от погона. И всего у меня получилось 17 таких добавок. Потом я остановилась, и где-то вот такой кусочек я провязала, уже ничего не добавляя. Это приблизительно, ну, там, в районе где-то 9-8 сантиметров. Можно провязать немножечко больше, тогда у вас будет не такой широкий, не такая широкая горловина. Теперь, что еще хотела сказать по поводу добавочек. Эти добавки можно, к примеру, делать по краю самого рукава, но я решила вязать прямо и только сделать ластовицу, да, вот у меня 5 петель я добавила, ну, в каждом 2-м ряду, естественно, с 2 сторон, вот, и тоже не делайте это в край, я отступила, 2 петли я, по-моему, отступила от края, и только потом делала, ну, добавку из предыдущей петли предыдущего ряда. И таким образом, ну, получились вот эти добавочки, ну, 10 рядов я провязала, и получилась ластовица.
Дальше мы набираем на дополнительную нить, ну, по переду мы добавляем 130 петель, по спинке 70 петель. И потом, когда мы распустим эту ниточку, мы аккуратненько соединим вперед и спинку, и таким образом трикотажный шовчик, вот этот невидимый шовчик, он соединит эти детали, и будет ничего не видно, то есть шва вообще не будет видно. Вы сейчас смотрите на изделие, и ну, не видно ни этого шва, ни вот сейчас давайте я разверну еще спинку, вам покажу. Тоже вот, ну, я сейчас не вижу даже, где я соединяла, так если вот очень хорошо присматриваться. Так, теперь по поводу еще самой горловины. Горловина по спинке достаточно глубокая. И тоже такой интересный момент. Я сделала 10 сокращений. То есть вот вы видите, что 10 петель ну, было как ну, опущено. И тоже моя рекомендация, я все-таки продлила вот этот узор, я продлила вот эту изнаночную одну петлю, и она пошла вот как бы зашла на спинку. И если вы посмотрите внимательно, я закрыла по погону только изнаночные петли, а лицевые вот эти петли я оставила. Я их уже начала закрывать только ну, вот по переду, когда начала сокращать полочку, да, 4 петли закрывать там каждые в каждом лицевом ряду. А по спинке, вот если вы посмотрите, она как бы как повернулась и пошла как обрамление горловины по спинке. И вот эта ну, изнаночная петля, она таким как бороздкой тоже пошла на ну, как оформление горловины спинки. От этой изнаночной петли я отступила всего лишь 2 петли и начала сокращать. Вторую и третью петлю я провязывала вместе в каждом ряду, и таким образом ну, я сократила 10 петель. После того, как я сократила этих 10 петель, я провязала еще 11 рядов, ну и таким образом вот получилась такая глубокая горловина. Собственно говоря, почему кимоно, если это кардиган? Ну, в общем-то, из ассоциации вот с этим глубоким вырезом горловины по спинке. Именно как у настоящего кимоно. Ничем более, как бы, кроме как вот этим вырезом глубоким по спинке, по горловине, ну, это изделие, в общем-то, не напоминает кимоно. Ну, разве что просто своим силуэтом, что оно широкое, и с запахом его можно на широкий пояс, ну, как бы завязать вот так вот. Конечно же, это просто кардиган, который вот просто у меня назвался кимоно, и вот я его уже между собой называла кимоно, и таким образом он был. По поводу сокращения по переду. Если вы видите, вот здесь хорошо видно сейчас, как я закрывала каждые 4 петли, вот вы видите их, да, как раз закрытие. И я возвращалась просто поворотными рядами, закрывала 4 петли и шла дальше, да, вязать, ну, в принципе, можно не закрывать их можно снимать на дополнительную спицу с леской, и потом уже набрать их и провязать, когда вы будете вывязывать воротник вот этот мягкий, вы как бы можете использовать эти петли, которые снятые. Ну, так получилось, что я закрывала, и ну, у меня сформировались вот такие небольшие дырочки. Вот, но мне как бы это понравилось. В данном случае я не вижу здесь ничего такого, ну, как бы плохого. Я просто считаю, что это как часть рисунка. Если вы каким-то образом хотите избежать их, пожалуйста, избегайте. По поводу плотности вязания, я старалась вязать достаточно мягко, но тут есть вот эти вот такие мягенькие шишечки из люрекса, но они не колятся. Вот поверьте, вот даже вот я их как бы сминаю, и они абсолютно мягко, они просто как выступ, вы их чувствуете, но они не колючие. То есть все равно изделие остается очень мягким. Так, по поводу низа. Я оформила низ, ну, таким способом, да, вот сейчас вы видите изнанку по спинке, не видно этого шва. Вот как я закончила самым обычной косичкой, я закрыла петли по нашему воротнику. И вот как я вязала низ. Я вязала айкорд на 3 петли и потом резиночка 1,1 из 3 петель. То есть итого 6 петель у меня ушло на оформление низа. Что это дает? Это дает возможность не закручиваться низу и лежать ровно. По поводу
кармана. Карман небольшой, он всего лишь 13 сантиметров по ширине, вы можете связать его больше. Вот общая схема в сантиметрах, которая показывает уже после ВТО, как изделие это получилось. Нами схема в размерах в сантиметрах после влажно-тепловой обработки. И вы можете сравнить с любым изделием, которое на вас сидит хорошо, и понять, подходит ли эта схема для вас в вязании или нет. Потому что до ВТО вы видите разницу и после ВТО по ширине и по длине. Да, то есть изделие больше вытянулось, чем растянулось по ширине на самом деле. Учитывайте это при вязании. Описание и схема погона. Перед вами сейчас ровно половина изделия, и вы видите сейчас рукав в развернутом состоянии. Вот так выглядит сам рисунок, да, сам погон. Вот, я уже закрыла сам период, я сняла на дополнительную нить спинку. И сейчас хотела показать именно сам орнамент, сам вот этот погончик. Наверное, вы уже видели этот бактус, как я вязала этот рисунок, поэтому просто хотела обратить внимание, кто, наверное, еще не вязал его, не видел предыдущие мои видео. Он состоит из двух частей, из двух рапортов, и вот с таким, имеет такое окончание в виде шишечек. Единственное, что я закончила вот здесь вот в бактусе, я закончила в центральном узоре без шишечки, а вот здесь, в этом кардигане у меня погончик имеет, кроме двух шишечек, еще такое как бы окончание, как третья тоже шишечку, я еще третью сделала. Сейчас вы ее видите как раз. Но вот эту длину вы можете регулировать сами. То есть вы можете закончить как в бактусе и не вязать последнюю шишечку, можно провязать больше поворотиков. То есть вот эта линия плеча, она может быть разная. Я еще потом провязала 4 изнаночные ряда изнаночными рядами. Но вот количество, чем больше будет у вас длина вашего плеча, тем, естественно, как бы меньше будет у вас сама пройма, сама горловина. Вот. И, разница еще заключается в том, что, к примеру, тут я вязала ровно, видите, да, то есть, получается, я не сокращала, я не сужала, естественно, как в бактусе. В бактусе это была задумка конкретная, мне надо было выйти на острый уголочек. Вот, вот это, наверное, единственное отличие, вот кроме этой шишечки и сокращения такого. Вот перед вами один раппорт, да, в который мы повторяем 2 раза. И после этого вы будете вязать вот это окончание. Здесь указано, как по бокам мы делаем шишечки, мы из 3 петель вывязываем 7 и потом сокращаем также. И вот сейчас я вам показываю всю половинку в развернутом виде, потому что мне не хватает ракурса, я ее сейчас положила на пол и просто показываю вам вот этот, вы по центру видите весь узор, погон, и от него расходится добавление. Вот. В данном случае сейчас видите кармашек, который уже сложен и провязан вместе, да, и это полочка получается у нас, а с этой стороны у нас спинка. Вот. Для того, чтобы связать вот этот кармашек, вам, в принципе, просто вы отмечаете себе 40 рядов, вяжете, да, и потом вы их складываете вместе и провязываете вместе эти петли и продолжаете дальше вязание. Поэтому просто следите за рисунком, да, вот как у вас тут идет, тут надо как бы и за рисунком, за узором следить, и добавлять по погону от погона вправо и влево петли. Вот, не забывать добавлять в каждом 6 ряду, это 18 раз мы добавляем от погона. Вот на этой схеме как раз показаны в рядах все, и показана полочка и спинка. И вот когда мы уже соединили карман, дальше показано, как выглядит изделие полностью. Перед вами сейчас 2 зеркальные детали, которые я еще не собирала. Сейчас нам надо будет вот здесь вот по центру собрать эти детальки по спинке трикотажным швом и потом собрать тоже невидимым швом боковые швы сделать. Ну и дальше мы просто только обвязываем, уже делаем красивую горловину, да, делаем красивый воротник, оформляем вперед. Вот, сейчас я попытаюсь немножечко развернуть вам, чтобы вы увидели, как выглядит погон.
Мне нравится. Вы можете любой вообще рисунок взять, не обязательно тот рисунок, который я придумала. Ну, это уже на ваше усмотрение. Я сейчас хочу показать, как сделать карман без швов в поперечном вязании. Вот сейчас у меня на данном моменте вы видите, ну, я провязала часть уже погона, и вот у меня провязано по переду мои набраны на дополнительную нить 130 петель, да, и провязано 40 рядов. Я маркерами отметила, где у меня будет складываться карман. Значит, мы отмечаем 10 петель, а потом 30-30 петель, ну, 30, 30 и 30 петель, значит, где у нас будут складываться. Вот у меня сейчас маркеры стоят как раз, ну, где надо сложить их друг к дружке. В данном случае я должна спустить часть петель. Я не переживаю за то, что они распустятся, потому что само по себе у меня вязание такое, что его еще надо постараться распустить. Сама махеровая вот эта, ну, ниточка альпаки, она, ну, такая, она путается, она такая очень пушистенькая, и на самом деле она ну, не распускается. И плюс еще у меня, так как у меня добавлена еще вот эта ниточка с люрексом, она тоже не позволяет распускаться. Но на самом деле, если вы будете, ну, вы вяжете из чего-то более скользкого, то, наверное, стоит вам потом все-таки как-то перебрать на другие спицы, возможно, вот эту часть или на дополнительную нить. И только после этого складывать. Вот, смотрите. По маркеру, вот, у меня от края изделия, от низа изделия, у меня, ну, я отступила 10 петель вместе с этим краем. Это я считала вместе с айкордом, вместе с резиночкой 1 на 1, да. Потом у меня идет 30 петель, 30 петель и 30 петель, да. Вот вы видите сейчас вот эти 10 петелечек, потом видите 30. И далее мы должны их соединить. Я беру еще одну, ну, спицу, ну, как бы с леской, да, то есть еще одни спицы. И сейчас я просто попытаюсь их одеть. То есть вначале я одеваю 10 петель просто на эту спицу, а дальше мне надо поочередно, сейчас я ближе приблизила, мне надо поочередно одеть с каждой части по одной петле. Ну, сейчас мне немножко маркеры мешают. Ну, в общем, старайтесь. У вас есть как бы первый уровень, потом второй слой. Давайте слоями это будем называть. Первый слой, который ближе к вам, потом посередине слой и дальний слой. И вот я с каждого слоя, ну, стараюсь взять по петле. И сейчас даже уже не важно, как они в каком положении стоят, если что, вы потом переставите. Вам главное просто аккуратненько одеть на ту спицу, на которую вы одеваете. Причем, что я вам рекомендую сейчас взять спицу чуть-чуть меньшего диаметра, чем вы вяжете, просто для удобства. Потом вы, ну, сможете переснять. Один ряд уже сейчас роли не сыграет. И вот если вы посмотрите, у меня петли не распускаются, несмотря на то, что я как бы подтягиваю. Вот, я аккуратненько беру с каждого слоя. И вот я закончила, значит, дальним сейчас. И я сейчас опять перейду на самый ближний слой, который передо мной стоит, самый первый. И так пошагово опять набираю. Все хорошо, вроде бы все нормально. Потом нам надо перетянуть спицу на другой край, потому что, естественно, мы набирали с того края, поэтому я перетягиваю спицу на другую сторону, чтобы я могла начать вязание вот там, где у меня ниточка. Вот. И я беру еще одну дополнительную спицу, или же если у меня длинная леска и мне удобно, допустим, эти спицы использовать, я беру уже эту же спицу. Опять-таки беру спицу, которая чуть-чуть меньше по диаметру, чем обычная вязка, потому что сейчас будет очень сложно провязать все 3 петли вместе. И так как я сейчас начинаю с изнанки, то мне надо провязать айкорд на 3 петли. И потом я провязываю одну лицевую, одну изнаночную и одну лицевую. Это с изнаночной стороны. Потом, естественно, я вяжу, так как я с изнаночной стороны вяжу, я вяжу изнаночные петли, то, что у меня осталось. И вот теперь сложный момент, когда нам надо потихонечку начать соединять 3 петли вместе. Вот, смотрите внимательно, вам надо
посмотреть, чтобы первая петля была обязательно с дальнего, ну как бы с дальнего слоя, и она стояла правильно. Я проверила, чтобы ножки были не перекручены, и потом я беру 3 петли вместе и провязываю. Смотрите, все хорошо. Беру опять проверяю, смотрю, у меня, ну, все правильно стоит, самая дальняя петля есть, она у нас как бы получится потом первая, как бы, да. И вот мы берем 3 петли вместе и провязываем. А потом, смотрите, я провязала 3 петли, проверила их, да, все нормально. И я должна это сделать до конца. Но у вас может быть такая ситуация, что, к примеру, оказалось, что вы там случайно перепутали, ну, и она стоит, к примеру, вначале идет с другого слоя, а эта петля стоит дальше. Видите, вот я сейчас повернула на лицевую сторону и вижу, что ну, я перепутала, когда набирала. Ничего страшного. Переснимите просто вот эти 2 петли, снимите их временно, переставьте просто местами. Плюс еще смотрите, чтобы они тоже желательно стояли в том направлении, в котором нужно. Вот сейчас мне ее надо снять. В принципе, у меня сейчас нету с собой дополнительной уже спицы. Я просто ее сейчас пальчиком придержу. Я сейчас переставляю эти 2 петли так, чтобы они стояли друг за дружкой и были не перекручены. Вот, одеваю еще вот эту петлю, которую я держу. Ну, вот тоже проверяю, чтобы у нее ножечка была не перекручена. Одеваю назад на спицу. Смотрю, что стало все нормально. Ножки, смотрите, ножки не перекручены. Вот это самое главное, чтобы вот в этом слое были все петли ну, вот полностью ровненькие. И после этого я только провязываю 3 вместе. То есть не страшно, такое может быть, потому что когда вы набираете все эти 3 слоя, оно очень сложно проследить, чтобы вы ну, набрали. Иногда бывают все-таки петли пытаются ускользнуть от нас, и уже точно как бы сложно проследить, чтобы они стояли в том направлении, в котором нужно. Поэтому ну, не страшно. У вас сложилась такая ситуация, вот они опять у меня стоят не так. Я их, во-первых, переставила так, чтобы они стояли в нужном направлении, плюс я ножки переставила. Ну, не проблема. Тут надо повозиться немножко, вот просто брать и возиться. Вам, возможно, будет легче, если вы каждый слой оденете на 3 отдельные спицы. К примеру, если у вас есть длинные чулочные спицы, тоненькие, переоденьте каждый слой. И тогда как бы вы будете брать с каждой спицы и провязывать по 3 петли вместе. Возможно, вам так будет легче, чем набирать все спицы на одну и потом вот мучиться вот так вот, как я, переставлять и смотреть, чтобы они были в нужном направлении. Ну, это тоже как бы один из методов, как можно соединить. Теперь смотрите, вот я провязала все эти петли, ну, каждую петлю 3 вместе, да, получилось мне. И потом обязательно проверьте, вот так вот раскройте ну, кармашек и проверьте, что вы не пропустили ни одну петлю, потому что если вы пропустили, потом пойдет стрелка, и потом уже будет очень обидно распускать все и, ну, исправлять это. Вот, и дальше вы просто продолжаете вязание. Как закрыть погон и как сделать горловину по спинке. Перед вами уже закрытая одна деталь у меня. Вот я закрыла как раз погончик, там где я провязала еще 4 петли, ой, 4 ряда после шишечки. Ну и после этого сделала закрытие. И также я уже вывязала вот этот плавный овал, который будет формировать у меня горловину по спинке. Смотрите, я продолжила рисунок с погоном. Я его завела именно на спинку. Мне понравилась вот эта идея с лицевыми петлями. То есть я отступила там определенное количество петель, чтобы было красивый вот такой плавное оформление. Вот у меня сейчас вторая половина, которая, ну, как раз вот мне надо сейчас закрывать вот этот погон, ну, там, где изнаночные у меня, изнаночные петли. Я вам сейчас как раз покажу, как я это буду делать.
Есть несколько нюансов, с которыми я хотела бы поделиться. Первый момент это то, что мы все-таки продолжаем еще вязать там, где у нас лицевые 3 петли. Ну, то есть в данном случае я вяжу с изнанки, поэтому они у меня 3 изнаночные. И теперь я закрываю с изнанки, вот этим мне надо закрыть наши изнаночные петли. Смотрите, ну, которые сейчас лицевые у нас. Я с предыдущего ряда поднимаю одну петлю с изнаночную, провязываю ее изнаночной петлей, и она у меня будет первая для закрытия дальше. И дальше я начинаю провязывать 2 вместе. Ой, мне соскочило, ничего страшного. Значит, вот это у нас будет первый, ну как бы она у нас будет началом. И дальше я закрываю изнанкой, да, так чтобы ну, по лицу у меня были изнаночные петли. То есть сейчас тут у меня лицевые петли на изнанке, соответственно, здесь у меня ну, лицевая косичка пойдет. Вот. Самое обычное закрытие, ничего сложного, вы закрываете только вот эти вот, ну, то, что вы сейчас видите по изнанке, это лицевые петли вот эти. Эта хитрость была, это начать с дополнительной петли, которую вы провязали, ну, ну, как бы с последней петли вы добавили ее. Вот смотрите, я дошла до конца, ну, не до конца погона, а до конца, собственно говоря, этих лицевых петель. И вот опять эти 3 изнаночные петли, которые с лица, они у нас лицевые, естественно. Я их провязываю, потому что сейчас они пойдут у меня на ну, на оформление горловины моей по спинке. Я продолжаю вот этот рисунок, я провязываю 3 изнаночные, 1 лицевую, и здесь я отступаю еще 2 изнаночные, ну, петли, и вот вторую и третью петлю я провязываю вместе. И таким образом у меня начинает происходить вот это сокращение. И такое сокращение мне надо сделать 10 раз в каждом ряду. То есть сейчас я дойду до конца спинки, буду возвращаться, и в этом же, ну, эту же петлю, вторую и третью я провяжу вместе опять. Ну и так 10 раз, собственно говоря. Здесь вы увидите, сколько, ну вот как это выглядит. И после того, когда я это закончу, я еще провяжу 11 петель просто ровно. Вот количество, сколько сокращать, вы можете уменьшить. Если вы, не, ну, допустим, не хотите делать такой такую глубокую горловину. Что еще хотела сказать по поводу увеличения, ну, как бы создания угла нашего наклона рукава, да. То есть вы понимаете, что у нас от погона идет справа и слева добавочки, да. Вы тоже можете эти добавочки делать не с таким большим количеством. Я сделала в каждом 6-м ряду всего 17 раз. И только в конце чуть-чуть оставила уже, но тоже это вы можете регулировать сами. Вот как выглядит теперь период. Я уже закрыла здесь в каждом, ну, в каждом 2-м ряду я закрыла по 4 петли. Вот у меня уже кармашек вот так вот выглядит. Всего у меня провязано 40 рядов по карману и потом 50 рядов до конца полочки, ну, скажем так, до того, как мы начнем оформлять уже воротник. Вот, ну, здесь у меня какие-то маркеры мои, тут где я смотрела, где-то помечала. Но вы должны понять, что от этой линии, где мы ну, вместе связали, карман соединили, мы вяжем 50 рядов еще дальше. Вот. Ну и вот, собственно, наши добавочки ну, рядом с погончиком, справа и слева от погончика. И в конце вот у нас где-то вот сантиметров 7, 8, наверное, это просто прямо у меня связано, это наше плечо. То есть вот эта последняя точка, где я добавляла, это приблизительно и есть, где мы соединяли карман. Ну так, вам для ориентира, чтобы вы потом на будущее себе знали. Но это опять-таки, это не обязательно должно, ну, так быть. Вы можете и карман больше провязать. Так, вот как выглядят 2 этих раппорта, вот как выглядит вот это окончание. Вот еще раз показываю, как выглядит
горловина по спинке, она достаточно глубокая, поэтому вот напоминаю, почему я назвала его кимоно. Итак, как сшить деталь по спинке, как сшить рукава и как сшить бока. Смотрите, мы используем нить, которая у нас осталась, когда мы заканчивали вязание. Вам надо приблизительно 3 длины вашей спинки. Вы оставляете ее и обычным трикотажным швом соединяете эти детали. После того, когда вы их соедините, вот эту дополнительную нить вы просто вот таким движением, в общем-то, аккуратненько вытягиваете. И если вы соедините аккуратно петля в петлю, то посмотрите, ничего не видно, то есть шва абсолютно не видно. Не видно его также и по оформлению горловины, там, где у нас идет стыковочка. Ну и не видно, абсолютно не видно, естественно, по спинке. Особенно после ВТО это все разгладится и будет очень хорошо смотреться. Теперь как соединить детали кармана. Мы соединяем тем же трикотажным швом, но для начала нам надо распустить нить, которая у нас дополнительная нить. Если вы сделаете все правильно, это будет очень легко. У меня немножко путается, мне приходится немножко поддевать, да, эту ниточку, тем более, что, к сожалению, у меня не было скользкой ниточки, которая бы позволила очень быстро, так, знаете, лучше брать какую-то шелковую или вискозную, тогда она вообще идеально распускается. Так придется немножечко вот так поддевать, и с 2 сторон вам вначале нужно распустить полностью эту нить. Вот. И только после этого вы будете соединять это трикотажным этим швом невидимым. Я сейчас это все сделаю и покажу вам на моменте кармана, там, где карман у нас в 3 слоя сложен, каким образом продевать иглу в правильном направлении. Я думаю, что тут не надо показывать, как соединять 2 детали просто. Я просто покажу вот именно сложный момент, где у нас все-таки многослойная такая конструкция, назовем это так. Вот. Будьте внимательны еще, когда будете соединять край, там тоже есть изнаночные и лицевые. Так, вот смотрите, часть я уже провязала, и по лицу вообще не видно, где стыкуются, немножко видно с изнанки. Естественно, торчат ниточки, их надо будет потом попрятать. И в принципе, очень хорошо соединился карман. Тоже не видно, где стыкуется, где сам шов, только видно за счет утолщения. И вот сейчас я покажу, как аккуратно водить иглу, чтобы соединить правильно с одной стороны вот эту трехслойную нашу деталь с деталью, которая однослойная. Я вот приблизила, смотрите, мы протыкаем иглу сверху в 3 петли, сразу в 3 слоя. И у нас создается вот такая петлеобразная, мы повторяем, в принципе, это у нас петля. Змейка у нас такая. Мы ее вынули, но нам надо сейчас опять в 3 эти петли одеть. Поэтому мы поддеваем следующую петлю из дальнего слоя. Потом берем следующий слой, протыкаем его тоже снизу, эту иглу продеваем. И берем теперь верхний слой и тоже снизу продеваем нашу иглу. Протягиваем нашу ниточку. Теперь берем ту же петлю, из которой у нас выходит нитка на спинке. Иглу протыкаем сверху, а потом входим в петлю следующую, но только снизу. И вот так вот протягиваем. И возвращаемся опять в эти 3 петли. Смотрите, мы опять сверху воткнули иглу, протянули ниточку. И опять берем нашу многослойную конструкцию. И берем с самого дальнего слоя, протыкаем снизу, продеваем иглу снизу. Опять продеваем следующий 2 слой. Потом продеваем верхний 3 слой. Все это снизу вот так вот продеваем и протягиваем ниточку. Возвращаемся в ту петлю, из которой у нас была
ну, как бы выходила игла, протыкаем ее сверху, а вот следующую петлю мы снизу поддеваем. Сверху, снизу. И протягиваем. И повторяем наши действия. Опять насквозь протыкаем все 3 петли. И вот таким образом повторяем наши действия. Опять снизу первый слой, потом второй слой снизу, третий слой снизу. В принципе, несложно. Я сейчас специально не ставила на ускорение. Вы медленно видите, как все делаю я. И так делайте до конца. Дальше вы продолжаете соединять также детали и дальше, но только однослойные конструкции. Так, смотрите, вот я соединила наш боковой шов нашим невидимым трикотажным швом, но нам надо еще соединить, ну, с этой стороны ничего не видно, вот абсолютно там не видно. Вот ниточки потом мы попрячем аккуратненько. Вот, и теперь у нас осталось рукав. Рукав у нас соединяется уже матрасным швом, и можно соединять его, продолжать, если у вас нить осталась с ластовицы, но у меня там нитка закончилась, и у меня есть нить, которую я, когда набирала, немножко оставила по рукаву. Я сделаю матрасный шов просто наоборот, со стороны резинки. Это не имеет вообще никакого значения, вы можете сделать или так, или так. Матрасный шов делается очень просто. Мы используем наши петли, кромочные петли, и нам надо будет просто проходить иглой между ними. Вот вы видите, у них есть ножка, в них очень легко заходить, как бы мы поддеваем, в одну петлю входит игла, в другую выходит, именно вот за вот эту ножку как бы мы цепляемся. То есть, грубо говоря, мы продеваем уже не в саму петлю, а как бы между петлями, в боковинку. Мы формируем ту же змейку, но только мы теперь делаем так, чтобы наши изнаночные петли спрятались на изнанку. Ой, наши кромочные петли, прошу прощения, наши кромочные петли спрятались на изнанку. Я как бы, получается, делаю соединение с лица, мне так легче, мне видно, как стыкуется рисунок. Ну, собственно говоря, здесь нет особо рисунка, у нас, ну, в общем-то, все связано лицевой гладью, поэтому, но если бы был рисунок, это было бы более правильно делать его, соединять с лица, потому что мы бы видели, как стыкуется рисунок и могли бы всегда подправить. Вот у нас такая змейка получается, и мы продолжаем подхватывать наши ножки наших кромочных петель и проходить вот так вот иглой то справа, то слева детали. И потом мы подтягиваем. Вот видите, какая змеечка получилась. И мы просто подтягиваем и затягиваем. И так мы делаем до конца. Я это сделаю до конца и покажу потом, как у вас, как получилось у меня. Вот, смотрите, как получилось. Не видно, то есть если не видеть вот момент стыка на как бы угол проймы, да, ой, ластовицы имеется в виду, на ластовице, то в принципе вообще не видно, ну, этого шва вообще не видно. Когда после ВТО это вообще будет вообще незаметно. Смотрите, я хочу показать, как это выглядит с изнанки. С изнанки все-таки, конечно же, боковой шов по рукаву мы видим, а вот по корпусу мы не видим, потому что из-за того, что мы набирали на дополнительную нить, распускали и потом просто соединяли две детали невидимым швом, то, в общем-то, ничего не видно. Если вам сложно, можете соединить каким-то другим швом, который позволит вам, ну, упростить эту задачу. Как оформить горловину и вперед и как правильно набрать петли. Перед вами уже готовое изделие. Я его сшила. Теперь нам надо будет только оформить вперед, сделать воротник. В принципе, я довольна, как получилось, особенно после того, когда я сшила и смогла его померить. Очень-очень хорошо он лежит на фигуре, красиво смотрится вот этот погончик.
Ну, интересно вот это все-таки поперечное вязание. Конечно, интересная получается выкройка. И вот как в поперечном вязании все-таки набрать петли правильно и что можно сделать. Вы видите, что у меня сейчас уже набраны на спицу петли, но мы сейчас будем дальше набирать то, что, в общем-то, закрыто. Ну, здесь с краю, в общем, все понятно. Здесь у меня 45 петель на спице. И здесь я просто продолжаю вязать в направлении, где у меня закрытые петли. Я закрывала каждые 4 петли в каждом втором ряду. Поэтому у меня здесь ну, есть закрытые петли в виде цепочки. И мне надо петля в петлю просто поднять ну, поднять новую петлю из той петли, которая закрыта. Я это делаю с изнаночной стороны. Вот таким способом я просто протыкаю, поддеваю, можно так сказать, спицей я протыкаю вот эту петельку, которая у меня закрыта, и захватываю нить и протягиваю новую петлю. Ну, здесь немножко сложно, потому что, естественно, я затягивала, и, возможно, это действие даже можно сделать крючком. Но у меня острый кончик на этих спицах, и у меня получается аккуратненько ну, вытянуть, протянуть ниточку. С лицевой стороны ничего не видно. И таким образом мне надо ну, сделать до конца, до погона. И давайте я покажу, здесь есть нюанс, как дальше делать это по погончику. Я доделаю это до изнаночных этих петель и с вами встречусь. Вот у меня на спице набраны петельки, то есть с изнанки видно, конечно, ну, набранную эту часть, но с лица ничего не видно. И теперь как я это делаю здесь. Здесь у меня немножко плотнее ну, закрыты петли, поэтому я все-таки воспользуюсь крючком. Я продолжаю делать те же действия, но все-таки я поддеваю, протыкаю крючок вот между цепочкой закрытых петель, да, поддеваю ниточку, как бы накидываю и вытягиваю. И только после этого я надеваю ее на спицу. Мне здесь все-таки неудобно это делать. Спица здесь как-то ну, плотнее я все-таки, видно, закрывала, и поэтому я воспользовалась крючком. У вас будет два метода. Попробуйте, как вам удобнее, для вашего удобства, как бы я и так показала. Ну и дальше вы, собственно, просто находите тот метод, который вам комфортен. Это нужно сделать ну, до конца погона. И на спинке я сейчас покажу, потому что на спинке там у нас было сокращение, и на спинке немножечко по-другому. Смотрите, с лицевой стороны петли очень аккуратно выходят, и ничего не видно. Вот, теперь я пришла к горловине по спинке, и здесь у нас есть кромочные петли. Как здесь поступить? Потому что здесь из каждой петли петлю вы набирать, этого будет мало. Поэтому нам нужно из 2 кромочных набрать 3 петли. Вот смотрите, я сейчас продеваю, просто захватываю под кромочной, ну, ввожу спицу, захватываю нить и ну, делаю обычную изнаночную петлю. То есть я как бы с изнанки вяжу, ну, поднимаю петли, поэтому у меня обычная изнаночная петля. А теперь, смотрите, мне надо попасть, ну, проткнуть моей спицей в ножку, как бы между 2 вот этими кромочными. И также я подхватываю нить и ну, делаю изнаночную петлю. И потом опять подхватываю уже просто там, где у меня кромочная. Потом смотрите, опять то тоже действие. Беру первую кромочную, как бы я подхватываю обычная изнаночная петля, потом в ножке, да, то есть я как бы между этими 2 кромочными. То есть я пытаюсь найти, где ножка, и проткнуться между, подхватить нить и протянуть ее как изнаночную, и потом опять просто там, где обычная кромочная. То есть я уже ввожу
можно так сказать, в широкий мостик. И вот если вы даже обратите внимание, видите, 3 петли, то есть видно вот этот промежуток, как он идет, по 3 петли идет из 2 кромочных. И такое действие я делаю до конца, ну, этой горловины, до погона по спинке. То есть я делаю полностью до конца спинки. А по погону я возвращаюсь, опять использую крючок и делаю петля в петлю, поднимаю. Ну и каждую петлю я поднимаю ну, на полочке по переду. Если же вы эту полочку делали, как я рекомендовала вам в видео, вы ее не закрывали, а просто снимали на дополнительную спицу, то там проще, тогда можно просто поднять. И вот смотрите, я уже я подняла эти спицы, эти петли, я провязала 40 рядов. Количество, сколько вы провязываете, вы смотрите по своему усмотрению, сколько у вас ниток остается. Ну, у меня там даже немножечко еще осталось больше, но я уже больше не хочу вязать, я хочу просто закрыть. Можно сложить вот это количество рядов, которые вы провязали, и получится как бы такой, как вдвое сложенный воротничок такой, и его можно там даже пришить по тому месту, по которому мы поднимали петли. И будет такой как более плотный воротник. Будет вообще имитация кимоно тогда. Вот такая, знаете, очень-очень близкая. Вот. Можно вот так вот складывать, ну, и просто аккуратненько вообще закрыть эти петли или там закрыть их и потом пришить. Я думала над этим, решила, что, ну, это неплохая идея, может быть, я даже потом это попробую вот так вот соединить. Но сейчас я просто закрою изделие обычной цепочкой и посмотрю, как оно закручивается в рулик. Вот. Также можно такой ширины на 20 рядов, допустим, провязать просто резиночку 2 на 2. И тоже будет красиво смотреться. То есть тут уже на ваше усмотрение. Вот такое оформление я сделала. Так оно закрывается на красивую булавочку. И не забываем сделать ВТО в 2 все-таки направлениях, особенно если вы делаете с мягким воротником, который закручивается, потому что его нужно выкладывать. То есть я даю рекомендацию сушить его и подкручивать при сушке этот воротник, чтобы он потом мягко так лежал. Все, что я сказала в этом видео, вы можете приобрести у меня на сайте на Dikafan, схему и полное описание, и таким образом поддержать мой канал и сказать мне спасибо.